Всем привет! Сегодня делюсь очередным рецептом тортина на закваске. И это, пожалуй, один из самых простых рецептов тортина. Тесто формуется легко, хорошо держит форму и с ним легко работать. Этот рецепт подходит для тех, кто только начинает печь на закваске, но также приятно удивит вкусом и тех, у кого уже есть какой-то опыт. Хлеб получается очень вкусный, напоминает по вкусу немного тортин Чада Робертсона, но более такая мягкая и нежная версия. Этот хлеб очень ароматный, имеет хороший мякиш, у него тонкая хрустящая, но не твердая корочка, и он очень-очень мягкий внутри. Ну и основной плюс этого рецепта – это то, что тортин будем выпекать при низких температурах. Все ингредиенты для тортина вы сейчас видите на экране, они всегда есть в описании под видео, и давайте готовить. Я показываю вам сейчас температуры в Цельсиях и по Фаренгейту у себя на кухне, и также температуру воды для того, чтобы вы могли сориентироваться по своим температурам. Если у вас жарче, воду берем более прохладную, если у вас холодно, воду берем более теплую. Закваску я сегодня покормила свою с утра, она у меня постояла уже 3 часа и поднялась, и сейчас она на пике. Ингредиенты здесь базовые, всего лишь нам понадобится 250 мл воды, сюда же я добавляю 150 грамм пшеничной закваски 100% влажности на пике. Перемешиваем закваску с водой и добавляем муку. Муки по рецепту понадобится 400 грамм. Белая мука. Можно взять либо высший сорт, либо первый сорт. У меня белок в муке 11.7, но в принципе для этого рецепта подойдет мука с белком где-то от 11 до 12%. В этом рецепте используется относительно большое количество закваски по отношению к другим ингредиентам. А больше закваски – это означает, что больше дрожжей и бактерий. А больше дрожжей и бактерий означает, что ферментация будет идти быстрее. Однако слишком усиленная и слишком быстрая ферментация может привести к слишком плотному и тягучему хлебу, а мы всегда ищем баланс. Поэтому, чтобы немножко замедлить ферментацию, ферментировать это тесто мы будем при более низких температурах, чем обычно вы можете видеть в моих других видео. Благоприятные температуры для ферментации этого теста 23-24 по Цельсию или 73-75 по Фаренгейту. Я уже объединила муку и жидкие ингредиенты, и получилось у нас вот такое, оно не жидкое, но очень липкое тесто. Накрываем его крышкой и даем ему отдохнуть 1 час при температурах, которые я показала. Через час тесто выглядит вот таким образом. Тесто немного расслабилось, стало даже более влажным, и сверху я насыпаю теперь соль. По рецепту в это тесто идет 7 грамм соли, соль лучше брать достаточно мелкую, чтобы она быстрее растворилась. И теперь складывающими движениями очень аккуратно, тесто рвать не нужно, аккуратно вкладываем или втираем соль в тесто до тех пор, пока вы не перестанете чувствовать кристаллы соли под своими пальцами. Соль забирает на себя часть воды, и также оно окрепляет клейковину, и тесто прямо на глазах меняет свою текстуру. Оно становится более гладким и более блестящим. Чтобы с тестом было удобно работать мне дальше, я переложила его в чистую чашку, которую я смочила заранее водой. Накрываем тесто крышкой, и дальше оно будет отдыхать полчаса, и далее мы будем делать ему растягивание. Растягивание всего будем делать 4 раза, и сейчас я вам покажу первое. Когда растягиваем пальцы, смачиваем водой, чтобы тесто не прилипало, не тянулось за пальцами и не рвалось, и аккуратненько вытягиваем концы теста вверх, прокручиваем чашку вокруг своей оси и накладываем концы на поверхность теста, формируя шар. Еще раз повторю, что складывание и растягивание будем делать всего 4 раза каждые полчаса. Первое растягивание, складывание я вам показала, второе, третье я вам не стала показывать, потому что они абсолютно одинаковые и тесто еще не сильно поменялось, а это сейчас я вам показываю 4-е складывание. Тесто уже заметно изменилось, оно стало более податливое, более мягкое, и оно хорошо тянется, и на ощупь оно напоминает как будто бы такую размягченную приятную глину. 4-е складывание закончено, снова закрываю тесто крышкой и оставляю его на дальнейшую ферментацию до подъема теста на 60%. При температурах, которые я уже показала заранее вам, продолжаем держать тесто при этих температурах, и на весь этот процесс у меня ушло почти 3 часа. У вас может быть немножко другое время, и оно зависит от активности закваски и конкретной температуры, на которой вы держите тесто. На данный момент я присыпала свой стол немного мукой, много здесь сыпать не нужно, но чуть-чуть необходимо, потому что тесто липкое. И выкладываем тесто на стол. Тесто это достаточно пластичное и хорошо тянется, но при этом все равно липковатое. Подхватываем тесто снизу и накладываем концы теста друг на друга с нахлестом и сворачиваем заготовочку в рулет. После этого мы ее округляем и оставляем под крышкой или под чашкой снова отдохнуть и расслабиться минут на 20-30.
Ну и вы можете меня, конечно, спросить, зачем сначала добавлять так много закваски, чтобы усилить ферментацию, а затем тесто держать на более низкой температуре, чтобы понизить эту ферментацию или замедлить. И тому есть, конечно же, объяснение. Сочетание этих двух факторов приводит к тому, что хлеб получается с более интенсивным хорошим вкусом, более сложным ароматом и более развитой тягучей структурой. И это, конечно, абсолютно удивительно, что имея всего те же самые 4 ингредиента, но следуя разной технике рецепта, вы можете получить абсолютно разный хлеб. Поэтому для получения хорошего результата или такого результата, как вы видите на видео, обязательно нужно брать не только ингредиенты из рецепта, но и исследовать полностью все техники рецептуры. На данный момент я уже заканчиваю формовку хлеба. Это тесто очень хорошее, очень эластичное, тягучее. И это тесто хорошо формуется, хорошо скручивается в буханочку. Края хорошо закрываются, все хорошо прилипает друг к другу, тесто хорошо держит форму. С ним легко работать. Посмотрите, какое оно мягкое, но одновременно его спокойно можно взять в руки. Перекладываю свою заготовку в заранее припыленную мукой корзинку, и вот так она у меня сейчас выглядит. Если вы видите в процессе сворачивания теста большие пузыри можно убрать, маленькие пузыри мы не трогаем, это воздушность теста. На данный момент убираю его на холодную расстойку в холодильник на ночь. Выпекаю я свой хлеб всегда вот в такой кастрюле, я специально ее использую только для хлеба. Это у меня чугунная кастрюля, покрытая эмалью объемом 7 литров. Достаточно большая, но в нее помещаются любые хлеба до килограмма весом. Нагревать я ее буду вместе со своей духовкой до 230 градусов по Цельсию или 446 по Фаренгейту. На данный момент температура у меня уже поднялась в духовке и кастрюля нагрелась. Я вытаскиваю хлеб, он у меня только что из холодильника, он холодный. Стряхиваем остатки муки с поверхности, потому что это то, что может сделать корочку достаточно плотной и суховатой. И делаем надрез. Лучше всего надрез на хлебе делать лезвием одним уверенным движением. Лезвием мы делаем надрез примерно на глубину около 1 см и под углом примерно 45, можно 40, можно даже 30 градусов. На данный момент я хлеб свой немного сбрызнула водой для дополнительного пара и для того, чтобы корочка не сформировалась слишком рано у хлеба, чтобы он раскрылся больше. И выпекаем его под крышкой 20 минут, затем крышку снимаем и допекаем еще без крышки 20-25 минут до золотистого цвета. 230 градусов по Цельсию для выпечки хлеба на закваске действительно это достаточно низкие температуры, однако посмотрите на этот результат. У хлеба очень хорошая красивая корочка, у него появились блистерс, очень красивые маленькие, но они все есть, у него очень хорошее раскрытие и высокий гребень. И гребешок поднялся действительно очень высоко, почти 2 см над поверхностью хлеба. Хлеб получается изумительно вкусным, ароматным, пахнет он очень хорошо и даже во время выпечки уже чувствуется особый аромат. У него очень тонкая хрустящая корочка, посмотрите на это донышко, оно идеально пропеченное. Ну и глухой звук по донышку говорит нам о том, что хлеб полностью пропекся. Это красивый, очень ароматный и очень симпатичный хлебушек, обязательно попробуйте. Мякиш у этого хлеба просто невероятно мягкий, но при этом он очень текстурный, тягучий, в меру тягучий, очень приятный и очень ароматный. Хлеб этот хранится хорошо несколько дней, если вы его закроете и положите в пакет на второй день, он остается по-прежнему очень мягким внутри, долго не сохнет, сохраняет свой аромат и мягкость. Давайте взвесим хлеб. Хлеб у нас получился почти 700 грамм. И давайте посмотрим, что внутри. Как вы видите, корочка прорезается моментально, она получается очень тоненькая. И нож просто проваливается в мякоть. И посмотрите, какой пышный внутри мякиш. Мякиш у этого хлеба текстурный, очень ароматный, очень мягкий. При нажатии просто проваливается под пальцами и при этом хорошо восстанавливает форму. Такой тортин хорошо подходит к супу, к утренним бутербродам и благодаря своему вкусу и приятной текстуре подойдет и как закусочный к праздничному столу. Ну и как обычно, если у вас остались какие-то вопросы по этому рецепту, то на все вопросы я отвечаю в комментариях.